Всех приветствую! Сегодняшний мой ролик – это эксперимент. Я давно ношусь с мыслью, можно ли превратить обычное дешевое мясо в настоящий стейк. То есть такой же мягкий, жевабельный, а главное вкусный. Потому что просто размягчить любое мясо никаких проблем не составляет. Существуют маринады, киви, папайя, ананас и куча всякой химии, но вкус это не добавляет. А у меня совсем другая задача. И если вы смотрели мои ролики, то знаете, что я очень далек от мира стейков. И есть ребята, по-настоящему углубленные в тему барбекю и жареного мяса. Последний раз я готовил стейк со своим товарищем, точнее, он готовил, а я смотрел, и мне доверили только соус, где-то пару лет назад в какой-то калифорнийской деревне. Но на то у меня и бесстрашная кухня, чтобы доказать, что даже такая необученная домохозяйка, как я, может приготовить что-то доступное только, казалось бы, профессионалам. Я пересмотрел множество роликов, прочитал книги о вызревании и ферментации мяса и сначала загрустил, потому что понял, что без специального оборудования у меня ничего не получится. Тем более, что моя задача не превратить уже хорошее мраморное мясо в еще лучший стейк, а попробовать превратить в более-менее съедобный стейк обычную, самую простую говядину, которая изначально годится, только что для долгого тушения. И с этим вопросом я обратился к нашему колбасно-мясному гуру Павлу Агапкину, основателю компании «Ем колбаски». Полное интервью и ликбез с ним есть у меня в предыдущем ролике по ссылке. И вот что он мне посоветовал. Наверное, план нашего эксперимента, твоего эксперимента, будет такой. Первый вариант. Мы сделаем классическое сухое созревание. То есть это мембранный пакет, чудо-рукав у нас он называется. И на 21 день, да, наверное? А 21 28 день. я хотел. Многовато. Многовато, да? 21, А нормально. температура какая? 0 плюс 2. 0 плюс 2. То есть вот то, о чем я говорил, при плюс 3 градусов начинают развиваться уже некоторые штаммы кластридий ботулинум. Кластридию ботулинум. Все, больше не надо ничего говорить. Все. Вот, короче, 0,2 оптимально, безопасно, вообще все, можно ничего не бояться. Ботулизм не бывает, и нитритная соль не нужна никакая. Второй вариант, я предлагаю вам сделать комбинированное, то есть в мембранном пакете, в чудо-пакете, упаковать мембранный пакет, потом сверху упаковать в вакуум. 2 недельки в вакууме, а через 2 недельки снимешь вакуум, да, и он просто будет подсыхать, и вкус будет конденсироваться. Все стандартно, да. И третий вариант, классическое влажное созревание в обычном вакуум-пакете с использованием штаммов стартовых культур. И, собственно, четвертый вариант у вас будет как раз за трое суток, может, четверть суток вот с этим рисом. Да, друзья, я говорю про грибы. Грибы, они же плесени, да? Аспергилла, ариза. Все виды аспергилл, кроме ариза, они вырабатывают микотоксины. Микотоксины, вредные вещества, которые разрушают нашу печень. Это черная плесень. Это черная плесень, да. Только одна ариза, она не вырабатывает микотоксинов. Поэтому люди используют ее очень успешно. Итак, по совету Павла я купил 4 отруба толстого края, самого обычного, в нашей деревенской лавке. По 750 рублей за килограмм, но я сторговался на 700. Как видите, самое обычное мясо, никакой мраморности, рибаем его точно не назовешь, хотя это больше похоже с костью на томагавк. Я для каждого экспериментального созревания каждый этот стейк взвешу, чтобы понять в конце, какой у нас реальный выход продукта получится. И посчитать, конечно, экономику. И так как это мясо не в вакуумной упаковке, а с рынка, то, конечно, его нужно очень хорошо промыть. Павел сказал, что желательно даже срезать первый слой, но мне просто жалко. Тут уже надо будет надеть перчатки, хоть я их не люблю, но у нас должно быть чистое производство. Каждый стейк я хорошо полотенчиком обсушу. Первый вариант я сделаю с кози, то есть аспергилла ариза, но тут мне придется немножко подшаманить, потому что созревание 4 дня, а 3 остальные варианта будут вызревать у меня около месяца. Поэтому я сейчас все подсниму, а потом уже за кадром за 4 дня до готовности 3 долгих вариантов я проделаю то же самое, чтобы нам легче было все 4 варианта одновременно пожарить и
сравнить объективно. И для него я выберу самый большой стейк, который просто в пакет наш не влезет. Я никакие жилки вынимать не буду, потому что мне интересно, во что они превратятся. Потому что Павел обещал, что они станут мягкие и вкусные. Вот и посмотрим. Но сначала, как я уже сказал, нужно взвесить 1 килограмм 100 граммов. Размелю волшебный наш рис с плесенью в комбайне. Я как раз возьму половину. Очень твердый этот рис, плохо перемалывается. Ну, как смолол, так смолол. На решетку положу салфетку. Стейк на салфетку. Так как эти грибы любят влагу, я на дно положу салфеточку и водой ее залью. Так им будет приятнее развиваться. Нужно мне засыпать все нашей рисовой плесневой смесью. Не знаю, достаточно ли я нанес этой волшебной массы. Кстати, коровка у нас, я смотрю, молодая. И это не очень хорошо, потому что все-таки старая корова, точнее мясо старой коровы, ну или бычка, все-таки вкуснее, чем молодой. Ну, какая есть. Накрою вот такой вот пластмассовой крышкой и оставлю здесь, потому что ему нужна температура вроде как около 30 градусов. Сейчас тепло, думаю, все получится. Будем наблюдать. Второй вариант – простое влажное созревание, то есть в вакуумной упаковке. И единственное, что я сделаю, я добавлю специальные стартеры, которые подавляют патогенную микрофлору, ну, на всякий случай, хуже не будет. Они нас, может быть, даже спасут от самого страшного. Просто посыплю. Я думаю, этот мешок даже много. Опять же, я первый раз делаю все по наитию. И антиокислитель жира для того, чтобы просто жир не прогорк. Как раз вот эта вот упаковочка 5 граммов, кажется, на килограмм мяса, то есть килограмм нашего стейка. Я понимаю, надо сыпать там, где у нас жир. Вакуумный пакет, они у меня, конечно, маленькие, но попробую его как-нибудь туда запихать. Главное, чтобы кость не прорвала полиэтилен. И теперь самое главное, его нужно отправить в холодильник при температуре 0 плюс 2 градуса максимум, то есть минимум. У меня в холодильнике есть фреш-зона, как раз 0 градусов. На самом деле, если у вас даже обычный холодильник, у меня в кладовке старый холодильник, я выставил на минимум и померил, как раз получается плюс 1 градус. Так что, в принципе, любой холодильник годится. Павел сказал 22 дня, я думал 28, сделаю 24 дня. Следующее у нас будет сухое вызревание, то есть dry age, как они говорят. Те же самые культуры, все аналогично. И для сухого созревания я буду использовать вот такие вот мембранные пакеты. Смысл их в том, что они пропускают влагу только из, а обратно не впускают. Поэтому влажность в холодильнике значения не имеет. И те же самые 0 плюс 1 плюс 2 градуса. Будет непросто. Потому что эти штуки больше предназначены для колбасы. А колбаса такая вот толстая. Ну, кроме мортаделлы, я не знаю. О, отлично. Все влезло. Надо только воздух максимально выдавить. Там у нас совсем он нам не нужен. Шпагатом завяжу. Его я положу на решетку, чтобы была лучшая вентиляция воздуха. И те же 24 дня 0 плюс 2. И последний будет у меня комбинированный. То есть сначала 12 дней влажного созревания под вакуумом, потом я вакуумную упаковку сниму. И еще 12 дней сухого вызревания в пакете. И туда же в холодильник. Прошло 24 дня, настал день X. И я напомню, у меня один стейк кози, то есть плесенью. Надо честно сказать, тот вариант, который я делал изначально, у меня не получился, потому что я, наверное, плохо его герметизировал, поставил в тепло, туда пришли всякие разные животные, отложили
свои личинки, там завелись неприятные дети. В общем, показывать я это не буду, поэтому я сейчас все переделал, сделал все в холодильнике, вроде бы все получилось нормально. Сухое вызревание в мембранном пакете 24 дня. Комбинированное, то есть 12 дней влажного вызревания в вакуум-пакете и 12 дней в мембранном. И влажное вызревание просто в вакуум-пакете. Я сейчас все стейки подготовлю, кози я промою. Сухого нужно будет, конечно, срезать шкурку, ну, точнее, верхний слой. С этого, наверное, тоже, потому что он все-таки подсох хорошо. Ну а влажный нужно будет просто промокнуть. Кстати, пахнет он вполне себе нормально, чуть-чуть таким легким камамбером. Просто вот хорошо. Так. Сухой, только вот эту вот этикеточку я отклею, положу, чтобы нам не забыть, потому что нам потом уже важно посчитать всю экономику. Так, разрежем. Пахнет он, ну, вообще ничем не пахнет. Вот просто ничем. Комбинированный. Тоже никакого особого запаха нет. Этикетку я от него потерял, но я помню, 710 граммов. И влажное вызревание. Тут особо взвешивать нам нечего, потому что никакой потери нет. Кости я, наверное, тоже обрежу. Я понимаю, что с костями значительно интереснее и презентабельнее, но у нас другая задача, просто так быстрее будет готовиться. Собственно говоря, вот эти жилки тоже можно снять. Кулинарным шпагатом просто заверну, чтобы не разваливался он. Жалко мне все это терять. Такой получился а-ля медальон. Сухой, тут будет посложнее. Нам тут надо все вот это вот высохшее срезать. Я тоже кость сначала срежу. На самом деле он не такой уж прямо толстый. А вот теперь, сколько нам осталось в сухом остатке, можем взвесить и посчитать, сколько же все-таки это реально стоит. Так. 400 граммов, у нас килограмм стоил 700 рублей, здесь 400 граммов, то есть у нас теперь килограмм нашего импровизированного стейка в варианте сухого вызревания стоит 1950 рублей за килограмм. Это в сухом варианте. Теперь полусухой, то есть влажно-сухой, то есть комбинированный. То же самое. 296, было 714, то есть цена получается, быстро в уме, ну, понятно, что я заблаговременно уже посчитал, где-то 1700 рублей за килограмм, то есть чуть дешевле, чем сухой вариант. Я его тоже нитью перевяжу. Ну, тут считать нечего, потому что он в размерах не изменился, только минус кость. Обрезки выбрасывать не буду, я своему филе сварю из этого бульон. Кости вареные собакам нельзя, а вот бульон отлично. Все сразу приправлю. Соль, перец, масло, ну, как обычно. У меня крупная каменная соль. Жарить буду на старой своей стальной сковородке. Чуть масла. И где-то все медиум, то есть 57-58 градусов. Можно вот так вот по-модному. Мейнстримно, розмаринчиком. Сейчас он хорошо разогреется. Конечно, хотелось бы их все пожарить одновременно, чтобы они были горячие и их пробовать. Но у меня только одна вот такая сковородка, поэтому будем делать по очереди. Придется сверху завернуть фольгу, что в принципе плохо для любого стейка, потому что румяная вот эта хрустящая корочка, она после того, как мы заворачиваем фольгу, она просто размягчается. Но другого выхода у нас нет, хотя бы они будут теплые. Сейчас я вот сюда вот загоню. У меня было 3 термометра китайских, остался 1. Все остальные стали показывать какой-то бред.
Следующий я возьму влажного вызревания, потому что он тоже такой же толстый, а эти вот тоненькие. Это у нас влажный, то есть влажная ферментация. Ну, а эти можно два сразу. Главное потом не перепутать, какой где. Ну, с другой стороны, по размеру они отличаются. Сейчас я подложу. Иначе она пластиковая, она просто сгорит. У меня уже такие 3 сгорело. Не знаю насчет стейков, но вот эти прижарки от 4 стейков дадут нам потрясающий соус 100%. Сейчас я лук добавлю. Сейчас мы все это деглассируем водичкой. Добавить уксус, может вино, ну, что было, неважно. И сейчас я вот эти все прижарки отдеру. И соус у нас получится замечательный, это 100%. Кстати, вот почему я не люблю жарить стейки на барбекю, потому что в барбекю все самое вкусное сливается, сгорает, никакого соуса не получается. Поэтому вариант жарки с большим количеством масла, не знаю, так французы делают, так многие делают, мне более мил. Так, тестируем. Снимаем сейчас всю фольгу. Хорошо, что я такую доску из своей старой кухонной столешницы выпилил. Очень, оказывается, это удобно. Так, начнем с плеснева. Прям пополам его. Похоже, я его пережарил. Получился он well done. Хотя на термометре было 49 градусов. Ну, вот они, китайские термометры. Мясо мягкое, с ореховым привкусом. Жуется очень легко. Я бы не сказал, что это что-то такое безумное. Ну, вполне себе, прям вот вполне. Хотя это получился такой немножко розбег. Привкус странный, на любителя, я бы так сказал. Не знаю, в принципе, на 3 с плюсом, вот прям так. Теперь сухая выдержка. Вот это уже правильно. Вот прям хорошо. Ну-ка. Очень нежный и значительно интереснее, чем вот этот первый вариант, только соли не хватает. Поэтому как-то не чувствуется. Чуть-чуть кислинка. Не знаю, откуда она взялась, но прям вот чуть-чуть. Если сравнивать со стейками премиум Мираторг, то, я думаю, где-то процентов 85-90 от качественного стейка. Вполне себе на 4,5. Комбинированный. Режется хорошо, прям как масло. Мягче, чем сухой. Тоже чуть-чуть с кислинкой, даже я бы сказал, чуть больше кислинка. Но нежнее. 4,8 я ему поставлю за вкус. Тут, конечно, безумного такого стейкового вкуса шаролесской говядины нет. Но это вот прямо, можно сказать, стейк-стейк. Вообще, я не ожидал. Ну и теперь самый простой вариант, то есть мокрая, ну то есть влажная выдержка. Странно, тоже пережарился чуток. Ничего страшного. Очень мягкий. Нет, нормально. Такой medium well. Очень нежный. Я бы даже сказал, что кислинки, что странно, меньше, чем в комбинированном. Но вот вкус все-таки менее насыщенный. Сейчас я вот с этим вот сравню со старым, точнее с сухим. Конечно, сухое вызревание есть сухое вызревание. Одно дает вот тот самый вкус. Слушайте, ну прям они все съедобные. Надо теперь прям по очереди, чтобы понять. По вкусу, конечно, интереснее всего это стейк сухого вызревания. Сейчас я с комбинированным еще попробую сравнить. Вот комбинированный неплох, но почему-то вот чуть-чуть кислота. Здесь никакой кислоты нет. Вот этот вот вариант, опять же, очень мягкий, очень нежный, очень быстрый, потому что 4 дня.
но не мое. Такое впечатление, что его мариновали в какой-то ореховой пасте. Ну, довольно странно. Не знаю. В принципе, может быть, кому-то интересно. Но оно все получилось нежное. Тут вопросов нет. Не могу сказать, какой вывод тут делать. Делайте выводы сами. Стоит вам заморачиваться или нет. Я свою миссию выполнил. Эксперимент провел, все по-честному. Да, из дешевого жесткого мяса можно сделать вполне себе приличные стейки. Это 100%. Вопрос, стоит ли с этим связываться. Ну, тут уже вам решать. А я всех любителей кулинарных заморочек жду в своем телеграм-канале «Клуб бесстрашных гурманов». И, конечно, приятного, вкусного и кулинарно интересного.